Сегодня только один обиженный помощник. Сказал, завтракать не буду, потерплю до ужина. А Юлечка все проспал. И очень хорошо, потому что много цветов на столе стоит, а места мало. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам 3 орхидеи, новые орхидеи. Купила их в Леруа Мерлен. Обзор новой поставки орхидеи уже вышел, и я оставлю ссылку на это видео. А сегодня покажу не только новинки, но и орхидеи, приобретенные 2 месяца назад и даже 1,5 года назад. Чтобы сделать сравнение, какие мы орхидеи покупаем, что с ними происходит за какой-то промежуток времени. Но сначала новинки. К сожалению, 2 орхидеи без названий. Вот эта орхидея очень похожа на орхидею Пикачу, но это не она. У Пикачу цвет губы другой, более темный. Но все равно это мультифлора. И вы знаете, что я очень люблю мультифлоры, и устоять перед покупкой 3 таких орхидей я просто не могла. И огромное вам спасибо, что вы помогаете каналу, в развитии канала, даже в покупке таких орхидей. Ссылки я всегда оставляю под видео. Ваша помощь, она бесценна. И у меня есть возможность показать вам такие орхидеи. Есть небольшие транспортировочные сломы листьев. Фирма очень хорошая. Вот сейчас... Здравствуйте, я проснулся. И ни в коем случае на стол нельзя. Вот сейчас мультифлоры приходят в таких стаканчиках. И это, по-моему, Голландия. Хорошая фирма. Сёма, оставайся там. Корни великолепные. Корни сухие. Я немного полила орхидею, но приходят с сухими корнями, с прекрасными цветами, с бутонами. Вредителей на листьях я не заметила, рассматривала все в микроскоп. Вот такая мультифлора. Без названия есть... Сёма, нельзя. Есть кот, но его плохо видно. Не буду останавливаться сегодня подробно на обработке этих орхидей. Оставлю в правом верхнем углу плейлист. Первые 3-4 видео я там все время подробно рассказываю о обработке орхидей после покупки. Если вам интересно, проходите, смотрите. Вторая орхидея. Очень нежного, желтого, переходящий в розовый цвет, с мелким крапом на губе. Все абсолютно то же самое. Хорошие корни, прекрасные листья. Бутончик распускает. Семочка, не надо. Если точно знаете название этих 2 орхидей, подсказывайте, пожалуйста. Я всегда вам благодарна за подсказку с названиями. Но мимо этой орхидеи пройти просто невозможно было. Кстати, нашла я ее в поставке самую последнюю. Это ароматная орхидея розовый фламинго. Вы знаете, что я очень люблю мини-орхидеи и мультифлоры. Иногда мне даже говорят, почему у вас позади не видно обильного цветения. Да потому что у меня стоят маленькие орхидейки, а внизу стоят крупные орхидеи. И их часто не видно при съемке. А когда маленькие орхидеи цветут, вот они, небольшие, они не дают
эффекта обильного цветения позади меня. Хотя вот у этой орхидеи было сразу 3 цветоноса. Вот они. Один уже сбрасывает цветочки, а 2 других еще цветут. Ну что тут поделаешь, когда я люблю вот такие мелкие или среднего размера орхидеи. С какими орхидеями я хотела сравнить эти новые орхидеи? С вот этими 2 орхидеями. Фирма та же самая. И купила я их 23 августа. Вам их показала, но чуть позже. Вот что произошло за эти почти 2 месяца. Одна орхидея отцветает, сёма нельзя на стол. И у этой орхидеи было название на горшке. Вот оно. Был виден торфяной стакан. Орхидея выпадала из горшка. Я досыпала сюда кору. И больше ничего, кроме полива чистой водой, я с орхидеей не делаю. Конечно, первая обработка, она обязательна. Орхидея отцветает. Что в этот момент происходит? Вот цветочки, видите, завяли. Цветонос она немного сушит. Растет новый лист. И в горшке появились растущие корни. Вот только когда орхидея отцветает, она начинает расти. То есть у орхидеи наступает вегетативный период, период роста. А вот эта орхидейка, она, к сожалению, без названия, она еще цветет, не сбрасывает цветы, но явно не будет продолжать наращивать новые бутоны. И один из признаков тоже рост маленького листа. Но растущих корней нет, она еще цветет. В горшке появилось несколько сухих корней. Не надо впадать в панику. Орхидея после цветения выпустит или новые корни, или раскуклит старые, и тогда эти сухие корни не будут иметь никакого значения. Вот прошло 2 месяца, они еще цветут, но уже понемногу растут. Эта мультифлора куплена 1,5 года назад, и недавно я вам ее показывала. Но показывала без цветов и обещала показать, когда распустятся цветы. Она не пересажена, растила много воздушных корней. Сейчас в связи с тем, что она цветет, корни она закуклила. Но у нее много... Вот они, веточки, которые я вам показывала. Смотрите, до сих пор какие мутации происходят с орхидеей. И вот еще появился такой же непонятный отросток на конце цветоноса. Опять дракон с 3 головами. Но орхидея распустила все цветочки, не сбросила ни одного бутона. Получилось вот такое, может быть, не самое обильное цветение, но цветение. Почему говорю не обильное? Ну, посмотрите, такая была ветка огромная. Вот здесь должны были быть сплошные цветочки, а было всего 2 бутона и распустилось 2 цветка. Но все равно это очень красиво.
И она тоже еще не пересаженная. Она цветет уже, наверное, 3-й или 4-й раз за эти 1,5 года. Но все время выпускает огромные цветоносы, а цветов очень мало. Вот это самое обильное ее цветение за 1,5 года. Это видео даже можно назвать «Моя любовь мультифлоры». Вот такие чудесные новинки появились в моей коллекции. И, конечно, мы за ними будем наблюдать, будем их пересаживать, будем за ними ухаживать. Я их буду показывать. Но первые на пересадку пойдут вот эти 2 орхидеи, а эти новинки. Сначала карантин, и только потом, когда начнется активный рост, мы их будем пересаживать. Вернее, пересаживать буду я, а показывать буду вам. Так что до новых встреч. Увидимся на канале. Семочка, надо просто раньше просыпаться. Не обижайся. Нет, здесь все равно места не было. Так что Ну да. Семочка сегодня не в портере. Ну, не на сцене, а в портере. Что делать? Да. Все, пока.